всем силам света, которые работают с нами. Дорогие друзья, вы находитесь сейчас на новой земле, в месте своей духовной родине. И она лежит перед вами такая, непочатая, открытая, и ждет ваших трудов духовных, ждет ваших вложений. Откройте глаза духовные, увидите, что вы находитесь на новой земле. Вы находитесь на своей духовной родине. Осознайте это в полной мере, увидите это в полной мере. И почувствуйте внутри себя луч Отца. Почувствуйте себя настоящими работниками света и духовными партнерами и детьми Отца на новой земле. Мы говорим вам это, потому что видим во многих душах рассеяние и смятение. И также мы видим во многих душах готовность работать в свете на новой земле. Почувствуйте себя едиными, почувствуйте себя на луче и увидите реально, что вы находитесь на новой земле. Это та же самая земля, но она новая, потому что новые вы, потому что произошел сдвиг сознания. Сознание перефокусировано в сторону духовного в целом по всей земле. И поэтому земля стала, она потенциально, она новая. На ней родились, возникли световые точки, световые общины, группы существ, которые готовы работать с землей как со световой, и которые готовы работать, превращать землю в цветущий сад. Не на словах, а реально работать со своим просветленным сознанием и сознанием земли, и сознанием окружающих людей, и сознанием окружающих световых существ. Вот в этих условиях, когда в целом передвинуто сознание, перефокусировано на световое у людей в целом, создавать в этой атмосфере места духовной световой активности. Мы посылаем сейчас свет всем, кто работает на земле, всем сотрудникам света, всем людям, которые являются собой световой план на земле. И говорим, что мы едины. Мы едины в Отце, мы едины в Духе, мы едины в Источнике. И мы едины в нашей световой работе, что бы ни происходило. Мы едины в нашем устремлении к свету. Будьте на луче и чувствуйте присутствие Отца. И чувствуйте постоянно помощь от ваших братьев, от световых существ. Они говорят сейчас, что новый духовный закон, он рождается в сердце каждого человека сейчас, который работает. Он уникален, индивидуален, но в то же время он всеобщий. И поэтому будьте внимательны к тем духовным импульсам, законам, которые рождаются внутри вас. Забудьте себя старых, они говорят, откиньте себя старых, как кожуру. И увидьте себя легкими, подвижными и духовными. Без связи со своими старыми представлениями, без связи с вашими религиями, без связи с вашими привычными представлениями о духовном. Просто ощутите себя новорожденными детьми Бога. Что вот как младенец он родился духовный, все, что окружает его, он видит, что оно живое. Вот он лежит в кроватке, кроватка для него живая, все это наполнено смыслом, наполнено значением. И вот вы сейчас такие же находитесь на новой земле, увидите это. Все наполнено смыслами, наполнено значениями, наполнено содержанием для младенца, который только родился на такую, на обычную землю. И также для вас. И вы даже еще пока не можете встать. Вы только можете смотреть на то, что вокруг вас, и вот. И вот над нами, вами наклоняется такой взрослый. А кто этот взрослый? Это Бог. Он наклоняется над вами, Отец ваш Небесный. И у вас еще зрение такое пока не сфокусированное, но вы видите, что вот этот предмет, а это живой человек, что это Бог, а это что-то другое. Вот. Вы ему улыбаетесь, и он вам улыбается.
Он вам улыбается, и вы ему улыбаетесь. И вот так вы общаетесь. А потом он уходит и оставляет вас в вашей кроватке. И все вокруг вас опять живое, такое загадочное. Но через какое-то время вы захотите кушать, вы заплачете. И он придет и покормит вас. Или мать, может быть, придет, да, скорее мать. Придет, он возьмет вас на руки. И тоже будет другой человек. Но вы увидите, что он такой большой, огромный, возьмет вас на ручки, покормит вас грудью. Это ваша божественная мать. И потом вас опять положат в вашу кроватку. И опять вы лежите. Послушайте им какую-то музыку или какие-то игрушечки вам положат рядом. Вы поиграете с ними. Но чувство у вас будет такое, что вот вы в руках ваших родителей божественных. А потом будет вечер, вы уснете. Ночью вы проснетесь от того, что у вас будет болеть животик. Ваша мать или отец к вам под ней встанут и поменяют вам. Вы покакаете, поменяет вам ваш там что-то простынку. И было темно. Вот вы лежали в темноте и заплакали, потому что вам было темно и страшно. Родители мама взяла вас на ручки, пригрела к своей груди, пригрела, вы успокоились и опять уснули. А когда вы открыли глаза, уже утро. Вы видели, что же утро, и такие солнце светит, так ясно, такие лучи солнечные пробиваются к вам. И вы опять заплакали, потому что другого пока способа выражать себя вы не знаете, привлечь к себе внимание. Вы заплакали опять. И к вам подошел кто-то взрослый, может быть, это уже отец. И взял вас на ручки, и поднес вас к ложечку, и показал, вот там вот есть вот небо, вот там вот деревце растет, вот там вот солнцышко, вот там вот дворик и улица идет. И рассказал вам что-то. Потом подошла мама, он передал вас маме. И она вас опять покормила бы своей грудью. И вас положили в комнату на коврик. И вы стали ползать, и вы поняли, что есть уже какие-то еще предметы, другие, кроме тех, что есть в кроватке. Но все это наполнено таким вообще огромным духовным смыслом и огромным содержанием. И все для вас радостно, и вам все хочется попробовать, потянуть в ротик. А вам говорят, не надо брать в ротик, мы только глазками смотрите. Вот, когда вы берете в ручку какую-то вещь и рассматриваете ее, потому что вам интересно. И вы видите, как в луче солнца танцуют пылинки. И вам радостно от этого. И вот пришла в комнату кошка. И вы удивились, потому что что-то двигается, что-то другое, большое двигается, и совсем не похоже на людей. И вы поползли к этой кошке. Она мяукнула и убежала. Вы заплакали от неожиданности, потому что вы не привыкли, что вещи могут мяукать и двигаться. И опять прибежала мама, успокоила вас и погладила по головке. Теперь уже опять пора кушать. И вас взяли на ручки и опять покормили. И положили в кроватку спать. И такое тепло от маминого молока разливается у вас по всему телу, что вам захотелось спать. И вы легли спать и уснули. И душа ваша летала где-то над землей, где-то и встречалась с другими душами младенцев. И вы говорили во сне, как интересно, у меня вот это, а что же происходит? И было так радужно, светло и прекрасно. Вот. И когда вы проснулись, ваша душа вернулась к вам. И уже и мама, и папа уже стояли рядом с вашей кроваткой вместе. И вот так проходят ваши дни. Это то, что происходит сейчас с вами на новой земле. Переключайтесь внутренне на этот режим. Осознавайте сейчас вот это свое новое рождение и свою новую жизнь вместе с отцом, вашими божественными отцом и матерью. Это каждый человек, независимо от его возраста, независимо от его развития, независимо от его уровня. Всем предлагается присоединиться к этому процессу. Вы увидите сразу, как изменится ваша жизнь. Вы увидите свою свободу, свою радость и свою зависимость только от своих божественных родителей. Потому что во всем, что с вами происходит, во всех событиях, вы будете прослеживать только вот это. Только вот это новое узнавание новой жизни. Узнавание новой жизни будет просвечивать за всей вашей повседневной жизнью. Чем больше вы будете в это верить, чем больше вы будете этому отдаваться, тем больше или сильно это будет происходить. Потому что и Божественный Отец, и Божественная Мать, они все время с вами. Они все время находились с вами. Они все время работали для того, чтобы
как бы разрушить ваш вот это вот оболочки сознания, вот этого тяжелого плотного сознания, что произошло 21 числа. Сдвиг, вот эта трещина пошла по этому сознанию плотному, тяжелому. И мы обнаружили в себе вот таких новых духовных младенцев и потянулись ручками к своим божественным родителям. И они тут же прибежали. И мы заплакали от радости и неожиданности. Потом будет наше духовное взросление, потом будет наш духовный рост, наше развитие. Все это будет потом. Сейчас мы только радуемся тому, что мы есть, и только постигаем все вот эти огромные объемные смыслы, которые окружают нас. И мы счастливы тому, что это происходит, и что божественные родители пришли к нам, и что мы пришли к ним. Потому что на самом деле мы никогда не разлучались. Что сейчас из себя представляет новая земля? Она лежит такая нежная и вздрагивает, знаете, тоже как после родов, потому что отползла вот эта старая кора, и она лежит такая нежная, девственная такая вообще, и вздрагивает. А почему она вздрагивает? Ну вот как что-то только что родившееся, оно такое вот незащищенное. Ее надо защищать. Ее надо защищать в намерении. Новую землю ее надо защищать как бы своим присутствием, своим желанием. Укреплять ее, посылать ей свет, своими духовными импульсами. Вот. И что? Укреплять ее в ее новорожденном состоянии. Посылать ей свою любовь, посылать ей свое приятие, посылать ей свою радость, свое счастье, свою любовь. Вот этот комплекс, новые дети, новая земля. То есть вот то, что произошло 21-го, вот эти новое сознание, которое рождается. Новое сознание Земли, новое сознание людей световое, которое рождается сейчас. Нужно все время чувствовать, что оно единое. Когда мы обращаемся с молитвами с нашим отцом или к матери, или к единому, вот, надо это делать от своего лица и от лица земли. Или обращаться от своего лица, посылать свет земли, но чтобы это как-то было единое чувство. Не знаю, как правильно тут пока. Правильно быть единой с землей, выражать через свои молитвы, перевыражать ее намерения тоже. Потому что она по-другому разговаривает. Она разговаривает в вибрациях, она разговаривает тоже в энергиях. Но вот через молитву разговариваем мы, люди. Поэтому сейчас моя молитва о новой земле и о новых людях, которые родились, и о том свете, который мы вмещаем, который к нам идет, и о свете Отца, и о луче Отца. Моя молитва о свете, который происходит внутри всего, об укреплении света. Моя молитва об укреплении света здесь на земле и о расширении света и светового сознания внутри людей, и о расширении света, светового сознания, источника сознания единого внутри всего творения и внутри нашего пространства, и пространства Земля. И моя молитва за всех, кто присоединился к этому процессу, кто присоединяется к нему сейчас и кто не присоединился. Абсолютно за всех. Чтобы все осознали себя как световые, как единые, как подвижные, как часть Отца. Чтобы каждый увидел в себе вот это пространство единого, пространство источника внутри себя и не отгораживался плотными искажениями, и не отгораживался плотными рамками эго, а увидел свое световое пространство как часть общего пространства, как часть общего света, и чтобы мы создали единое световое поле на новой земле и продолжали расти в Отца все вместе, как это и было задумано в начале. Потому что сознание источник — это наше сознание, и сознание Отца — это наше сознание. И то, что хочет Отец делать через нас, мы позволяем Ему это делать. Мы любим всех. Выходим из медитации. Аминь.